Добрый день, друзья! Приветствую вас на своем канале. И как вы уже, наверное, догадались, сегодня мы будем печь домашний хлеб. Ну, как обычно, хлеб у нас будет непростой. Он будет из цельнозерновой муки и на закваске левиту мадре, что переводится как материнские дрожжи. Это итальянская закваска с 50% гидратацией. Это базовый рецепт хлеба на закваске, в основе которого лежит длительная ферментация, поэтому хлеб получается очень полезным и очень вкусным. В этом видео вы узнаете основные принципы замеса и выпечки хлеба на закваске. Мне очень не терпится поделиться ими с вами. Пойдемте на кухню и давайте готовить вместе. Подробный список ингредиентов, как обычно, вы найдете в описании под видео. Это моя закваска левиту мадре. Я только ее подкормила и оставила на активацию на 5 часов. Вот так она выглядит через 3 часа. Довольно большой объем. Если вы пользуетесь пшеничной закваской, то можете попробовать спечь этот хлеб с ней. Вот так выглядит активная закваска после 5 часов ферментации, которую можно использовать для теста. Кстати, мы будем использовать два вида муки, это пшеничная мука и цельнозерновая. Смешайте их. 600 грамм пшеничной муки и 300 грамм цельнозерновой муки. Приступаем к первому этапу, который называется автолиз. В этом этапе мы смешиваем воду комнатной температуры 600 мл и муку. В зависимости от качества муки и ее влажности, этого количества воды может быть достаточно либо недостаточно. Посмотрите, у меня получилось довольно плотное тесто. И как вы видите, на дне осталась мука, поэтому я обязательно добавлю воды. Вы должны почувствовать тесто, оно не должно быть слишком жидким, но и слишком крутым. И, конечно, вся мука на дне должна быть в вашем тесте. На этот этап вы потратите всего несколько минут. Затем накрываем крышкой или пленкой и оставляем при комнатной температуре на 1 час. В этот момент в тесте уже начнется ферментация. Итак, 1 час прошел, теперь нам нужно добавить нашу закваску. Она должна быть активная, добавляем 200 грамм. Распределите закваску по поверхности теста, немного увлажните водой и вот такими движениями постарайтесь вбить закваску внутрь теста. Как вы видите, тесто после автолиза становится очень эластичным. На этом этапе мы распределяем закваску равномерно внутри теста, делаем небольшой массаж тесту. Не бойтесь добавлять воду. Со временем и с опытом у вас придет ощущение, каким должно быть тесто для хлеба. Посмотрите, всего за пару минут тесто стало однородным и эластичным. Я решила переложить в более объемную чашу только лишь в эстетических целях. Вы можете оставить тесто в той чаше, в которой вы замешивали, на 20 минут. А тем временем нам нужно растворить 20 грамм крупной морской соли в небольшом количестве воды, примерно 20 миллилитров. Не старайтесь растворить соль полностью. Нам этого не нужно, а те кристаллы, которые останутся, будут медленно растворяться непосредственно в тесте. Итак, 15-20 минут прошло, теперь мы добавляем соленую воду с остатками соли и хорошо вымешиваем тесто. На этом этапе, скорее всего, тесто приобретет неоднородную форму, но не волнуйтесь, после основного замеса оно будет идеальным. Распределите равномерно всю соль внутри теста. Тесто должно быть эластичным и не рваться. Затем выкладываем на рабочую поверхность, и у нас начинается важный этап замеса теста. Посмотрите внимательно, какие движения я буду делать.
Таким образом мы пробуждаем глютен в муке. Тесто становится насыщенно кислородом, однородным и очень эластичным. Это основной замес теста, на который вы потратите около 5 минут. Вымешивать нужно до эластичности, однородности и гладкости теста. Если вы чувствуете, что в тесте недостаточно влаги, оно стало слишком упругим, просто увлажните руки и тесто, поверхность и продолжайте замес. Тесто готово. Я его перекладываю в миску, закрываю крышку и оставляю при комнатной температуре на 20 минут. 20 минут прошло, приступаем к этапу складывания. Увлажните руки водой и складывайте тесто вот таким образом. Каждый край я вытягиваю и переношу на противоположную сторону. Затем закрываем крышкой и оставляем вновь на 20 минут. Через 20 минут мы повторяем все то же самое. И таких складываний у нас будет 4 раза. Это очень важный этап для приготовления хорошего качественного теста на закваске. Таким образом мы улучшаем процесс ферментации, обогащаем тесто кислородом. И в свою очередь пузырьки газа, которые образуются в процессе ферментации, распределяются внутри теста равномерно. Длительность между циклами складывания вы можете варьировать от 15 минут до 45 минут. Конечно, это все будет зависеть от типа муки, которую вы используете, и конечного изделия, которое вы хотите испечь. После 4-го складывания вы заметите, как тесто поменяет свою структуру. Оно будет более воздушное. Этап складывания завершен. Теперь приступим к этапу формовки нашего теста. Выкладываем тесто на рабочую поверхность. Присыпаем немного цельнозерновой мукой. Кстати, этого количества теста хватит на 2 небольших хлеба или 1 большой. Если вы хотите приготовить 2, то разделите на этом этапе тесто. С помощью скребка переворачиваем его. С этой стороны тесто осталось липкое. Складываем его конвертиком. Для посыпки я использую только цельнозерновую муку. Присыпаем еще немного и переворачиваем. Затем вручную подкрутите форму. После формования теста у нас будет следующий этап. Это длительная ферментация в холодильнике. Для этого нам понадобится чаша и пекарная бумага. Посыпаем активно цельнозерновой мукой. И перекладываем тесто на пекарную бумагу, предварительно посыпанную цельнозерновой мукой. Выбирайте бумагу плотную и хорошего качества, потому что в последующем мы будем выпекать на ней хлеб. Вновь посыпаем цельнозерновой мукой, чтобы наше тесто не прилипло во время ферментации, и перекладываем в чашу. Накрываем миску пищевой пленкой и отправляем ее на всю ночь в холодильник или на 15-20 часов. Для выпечки хлеба нам потребуется жаропрочная емкость с крышкой.
Для этого хлеба я буду использовать металлическую чугунную кастрюлю. Но так как на крышке есть пластик, я ее буду нагревать в духовке до 250 градусов 30 минут без крышки. Тесто у меня простояло в холодильнике всю ночь. В среднем прошло около 15 часов. Кастрюлю я уже поставила греться в духовку, разогретую до 250 градусов. И я решила немного украсить мой хлеб вот таким образом. Если вы хотите сделать то же самое, используйте очень острый и тонкий нож, либо лезвие специально для хлеба. Разогретую кастрюлю выньте из духовки и переложите в нее тесто. Лишний край бумаги можно срезать. Также можно его оставить по вашему желанию. Обязательно нам нужно будет закрыть кастрюлю крышкой, но если у вас такая же проблема, как у меня с пластиком, то закрываем просто фольгой. Выпекаем 30 минут на температуре 250 градусов. Затем удаляем фольгу и выпекаем при этой же температуре еще 25 минут. Вот наш хлеб готов. Вытаскивайте из кастрюли и удаляйте пекарную бумагу. Посмотрите, какой он красивый получился. Обязательно полностью остудите. Так звучит хорошо пропеченный хлеб. Посмотрите, какой он высокий. Теперь давайте разрежем хлебушек и посмотрим, какой он у нас внутри. Ох уж этот невероятный хруст запеченной корочки хлеба. Только посмотрите, какой он пористый. Вот такой легкий базовый рецепт цельнозернового хлеба на закваске. Приятного вам аппетита, хорошего настроения и до новых встреч!